Ну что, привет, друзья! С вами, как всегда, Яна, Дима, и вы на канале Na'Vi PUBG Mobile. И сегодня, в честь такого светлого праздника, Всемирного дня смеха, мы решили пройти интереснейший, забавный тест. Да, это мы. У меня в руках Na'Vi-карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автографы игроков КС-состава и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. Создай свою Na'Vi-карту от Тинькофф. Но изначально нам нужно узнать о друг друге немножечко больше. Поэтому мы почитаем описание знаков зодиака. Я дева, поэтому ты читаешь обо мне. Ага. Вы настоящая заноза в причинном месте. Неправда. Это утверждение. Вы следите даже за своим дыханием. А одежду в шкафу сортируете строго по цвету. Правда ли это? Да. Сортируешь, реально? Нет. Ага. Девы чистят каждый квадрат и сантиметр всего, что у них есть. 2 раза в день и с помощью зубной щетки. У всего есть свое место. А ваше место на полу. Проверенном на наличие микроба с помощью лупы. Дотошность – синоним слова «дева». Это все грязная инсинуация. Ребята, не верьте, девы хорошие. Так, продолжаем. Девы дотошные. Ты дотошная вообще? Я? Да. С чего ты взял? Да просто спрашиваю. Нет, вообще ни капли, ни разу. Разве я дотошная? Ну, я дотошная, вот скажи. Нет, Дотошная, нет? Ну, не дотошная. Конечно же нет. Ну, Когда вас спрашивают об убийстве, вы говорите полиции, что у этого ублюдка была грязная машина. Это про... У меня, кстати, есть такой прикол, когда я слышу какие-то странные звуки или какие-то странные события, я всегда запоминаю время, чтобы, когда придет полиция, скажу 18:13, я услышала странный звук оттуда. Полицейские обычно отпускают вас, потому что они тоже девы. У нас связь просто ментальная. Поэтому с девой бывает чертовски весело. Ад для девы застрять в лифте с обнаженным водолеем. Мне кажется, в принципе, ад для любого человека застрять с обнаженным кем угодно в лифте. Особенно трудно бывает девам, если что-то застряло под холодильником. Но это, как правило, просто подавленный телец. Дима, к слову, телец. И сейчас я прочту, что же говорит знаки зодиака о нашем Димоне. Вы не сами это написали, ребята? Телец, вы ходящее воплощение всех эмоций мира. Сначала смеетесь, затем плачете, а через минуту стреляете в своего любимого режиссера. Слушай, ну в принципе что-то схожести есть. Я могу как и посмеяться, так и поплакать. Тельцы любят милые фильмы, где все счастливы и веселы. Ну, не знаю. Тут я не согласен, потому что бывают такие моменты, когда мне хочется наоборот какой-то прям фильм такой посмотреть, где хэппи-энда нету. И в то же время ты сказала, что любимый фильм 1+1. Ну да. Угу. И в то же время они сражаются с официантами, ветряными мельницами и рекламными щитами. Бывали вообще конфликты в ресторанах или там какие-то заведения? Да я в принципе не особо конфликтный человек, если меня прям не вывести из себя. Ну это правда. Мы ни разу еще не поругались, что странно. Потому что были поводы. Они любят анализировать своих друзей, даже если у них нет знаний или опыта. Не, ну это есть. Есть такая тема? Честно, да. Ну, я в принципе люблю анализировать любые ситуации. Люблю даже просто, знаешь, прийти в кальянку какую-нибудь, там сесть, кальянчик покурить, чаечек заказать и просто сказать, наблюдать что за всем. Просто за всем наблюдать. Главное бороться и объяснять это по-философски. Ну, кстати, есть у тебя такая штука, когда ты начинаешь философствовать. Да? Да. Я не рашу, я пытаюсь кружка идти наполовину пустая или полна, как ты думаешь? Человек-загадка. Все тельцы хотят быть богом. Олдбог? Новый ник? Не, ну это богохульство, но в целом неплохо. Извините, но это место уже занято овном. Угу. Вас бывает очень сложно понять. Может потому, что вы все время отвечаете вопросом на вопрос? Ты уверена? Я не думаю. Девиз тельца, что мое, то мое, а что ваше, то тоже мое. Не присвоить чужое – это главная задача тельца, и он с этой задачей справляется очень легко. Да, это правда. Я тот человек, который скорее не отдаст свое, но а чужое трогать не будет. Нет, не надо. Тут пишет по-другому. Пишет, что мое, ваше тоже мое. Да? Мне кажется, относится к мобильному пабгу. Это мой фраг, и тоже тот тоже. Лут, это мой лут. Большинство тельцов обожают конфликты. Угу. Если ничего не случилось, значит что-то пошло не так. А уж как радуют тельцов барные бои с битьем стаканов и размахиванием стульями. Я дома сижу, не знаю, не приходилось еще в барах. Вот поэтому у тебя не было драк, потому что ты в бар не приходил. Пришел бы в бар, и началось бы. Были конфликты наверняка на улице там? До именно киберспорта, да. У меня, я вообще драчуном был. То есть у меня были моменты, когда я дрался постоянно
на улице, но это все как бы закончилось как раз-таки в моменте, когда я начал играть в мобильный PUBG. То есть, по сути, тебя киберспорт вытащил Ну, из уличной жизни? грубо говоря, да. Угу. Тельцы нетерпеливы и настойчивы. Они все время очень спешат, правда, даже не знают куда. Может быть, в бар? Может быть. И тут дальше идет описание, как покорить нам друг друга. Тельцу может понравиться роскошная, раскованная красотка, но женятся они на хозяйственных и порядочных девушках. Что думаешь? Какие тебе вообще девушки нравятся? Порядочные, как минимум. Не хозяйственные, слышишь? Ну, это правда, честно говоря. Ну, Но это именно, визуально. это факт. Ну, типа, визуально, ну, блин, я пока что молодой, правильно? Ну, пока да. Пока да, пока красотки, а потом хозяйственные. Вот, когда? Здорово. Именно к такому типу относится женщина-дева, поэтому природа сама позаботилась о ее привлекательности для парня-тельца. Ему импонирует уравновешенный характер, классическое чувство стиля, надежность родственного земного знака. Классический стиль? Нравится классика? Ну, конечно, знаешь, как в школу будешь приходить в костюмчике, чисто с галстуком, вообще порядок. Уф, прям. Просто на лан выходишь, в костюмах только весь красивый. Ребят, хоть это не классика, но тем не менее, совсем недавно в нашем магазине Na'Vi Shop вышел офигенный женский крутой мерч Венус Винцера. Очень классный, очень удобный. Хоть, правда, это не классика, но я как дева педантично одобряю. Мой мерч тоже там вышел, ребят. Ну ладно, да, у Олдбоя тоже вышел мерч. Как он называется? Old Kraken Boy. Покупайте. Привлечь внимание такой девушки сможет аккуратно и стильно одетый парень, уделяющий внимание своей внешности. Да, это правда, ребят, поэтому носите Old Kraken Boy, потому что там будет, скорее всего, лимитированная версия, и не каждый успеет это купить. Ухаживая за девой, мужчина-телец должен быть подтянут, серьезен и пунктуален. Вот поэтому завтра идем с тобой в зал. Да, ну что, поехали, стартуем. Опоздание в свидание для нее неприемлемо. Оправданием задержки могут послужить только форс-мажоры. Ну я ж не знаю. Слушай, это ты вообще-то сегодня опоздала в аэропорт. Отчасти согласна. Дальше идут достоинства союза. Если все-таки мужчина-телец и женщина-дева сойдутся характерами, временем, всем, и все у них получится. Мужчина-телец и женщина-дева имеют много общего, поэтому они хорошо чувствуют и понимают друг друга. Давай ты что? Так, телец много и усердно работает, стараясь обеспечить безбедную жизнь. А в этом союзе дева может позволить себе не работать, но ни в коем случае не бездельничать. Телец будет негодовать, если по возвращению домой его не встретит вкусный ужин из 3 блюд и убранная квартира. По факту. 3 блюда? Вообще по факту. Ну, типа борщ, картошка-пюрешечка с котлетками и какой-нибудь салат заряженный. Подожди, давай мы сейчас выключим. тебя вызывает? Это девушка? Это, я не знаю. Мне? Это мне звонят? Можно звук выключить. Еще тест. На телефоне. Так, просто запишем. Прям сейчас это сделать? А подводку я на всякий. Смотри, на самом деле странная фраза, что я могу позволить себе не работать, потому что ты будешь очень много работать. Но тут есть такая взаимосвязь, чем больше ты работаешь, выступаешь на турнирах, тем больше у меня работы. Угу. Если не будешь работать, у меня не будет работы. Понимаешь? Так, подожди, я еще не совсем понимаю, мы уже сошлись или что? Если у тебя много работы, то и у меня много работы, потому что я освещаю все события в команде. Поэтому я не могу не работать. Если я не буду работать, то это будет говорить о том, что значит ты тоже не работаешь. Ну нет, это будет говорить о том, что в смысле ты не работаешь. Я, значит, работаю, а ты не работаешь. Это, ну, как-то не состыковочка Ну так идет. подожди, люди же написали это. Писали астрологи, умные специалисты. Они же написали, что я могу не работать. Все. Ну, значит, ты должна убирать, готовить. Домохозяйка будет. Они оба любят занятия, связанные с землей, поэтому стараются обзавестись собственным домом с приусадебным участком. Не, ну дом это классно. Ну да, выращивать что-нибудь дома у себя. Ну, ты будешь заниматься огородом. Хорошо. Ты серьезно? Нет. Разногласия в таком внешне идеальном браке вызваны, как правило, неприятием слабых сторон друг друга. Увлеченный добыванием денежных средств телец мало обращает внимание на свой внешний вид. Опа-па. Что поделать? Деньги – это, конечно, хорошо, внешний вид – это, конечно, плохо. Что делать будем? Что делать будем? А ты вообще- Меньше зарабатывать, больше ухаживать за собой, получается. Ну, тоже не вариант. Мне кажется, не очень хороший вариант. А ты как вообще относишься к критике, когда тебе там как-то дают критику по поводу внешнего вида? Да что слушай,
вообще нейтрально. Ну, типа, говорят что-то и говорят. Главное, что я все нравлюсь, и все. Мама говорит, я красавец. Ну все, это главное. Дева – образец педантичности и аккуратности. В ее доме порядок даже в самых потаенных уголках. Последней каплей для девы может послужить немытая тарелка или разбросанная одежда. Ну да. Тебя бесит это? Ну да, но если ты можешь поесть и сразу помыть посуду, почему нет? Согласен. Кому-то надо это иметь в виду, если что, кто будет это смотреть. Кому-то. То есть ты типа будешь отбрасывать одежду и тарелки? Ну, типа я. На самом деле, бывают такие моменты, когда я заигрываюсь, да, там на стримле, допустим. И посуда у меня не мытая, да, как бы. Аргумент. Тем более сейчас гречка, а потом это все отмывать тяжеловасенько на самом-то деле. Ну, кстати, гречки. тебе сейчас вообще идеально готовить. У тебя гречка, курица и яйца. Ну да. Все. Тебе можно просто наварить чан гречки, яиц и отварить курицу, и все. Ну и салатик какой-нибудь. Ну, еще. салатик, да, овощной. Да, в принципе, Для неплохо. посуды можно купить посудомоечную машину. Компромисс? Ну, либо просто найти деву, Либо просто найти деву? да, которая будет это все делать за меня. Ворчание женщины-девы по пустячным поводам способно разозлить даже святого, а не только вспыльчивого тельца. Да не вспыльчивый. Не знаю, мне кажется, ты не вспыльчивый. В смысле я не вспыльчивый? Окей, все. Уже если дева разозлит тельца, выброс будет колоссальным. Ты сильно вспыхиваешь, когда тебя что-то раздражает? Ну, вообще да, то есть если меня заносит, то заносит уже прям серьезно. А так, ну тяжело потом типа успокоиться. Будешь бить грязную посуду сразу после стрима. А пол? Да, не так, конечно. Но в целом, типа, а что это такое? Время, скорее всего, записи. Ладно. вопрос То есть это важнее, да, чем тест? Вот, нет, который мы сейчас проходим. Нет, конечно, мне просто стало интересно. О, началось. Последнее предложение, как бы можешь прочесть сам. А ворчание женщины-девы по пустякам и поводам способно разозлить даже святого. По факту, Нет, да. нет. Вообще-то да. Ну, тебя это сейчас разозлило? Да. Ну, почему ты не начинаешь пылить, тут все бить? А что? А шо? Уж если дело разозлит тельца, выброс будет колоссальный. К счастью, оба знака отходчивы. Через пару часов они уже будут мило беседовать, как ни в чем не бывало. Ну, это правда. Мы Слушай, сколько раз с тобой не ругались, потом нормально же общались. Да, очень много раз ругались. Постоянно ругаемся. Чё А потом такое? кадр садимся, такие: привет, друзья, с вами Яна, Дима, ой-ой, мы тут истории Зачем ты записываем. это рассказала? Здесь два теста, мы будем с тобой проходить его параллельно, для тебя и для меня. Угу. И потом уже мы определим семейный тип, насколько твой семейный тип и мой семейный тип совпадают. Окей, делай. Так, первый тест для тебя. Вот, вы сидите в гостях, вдруг твоя девушка начинает бессовестно флиртовать с каким-то полудурком. Твои действия. Я попытаюсь понять, зачем она это сделала. Пусть флиртует, ничего страшного. Я отозову ее в сторонку и попрошу прекратить так себя вести. Я решу, что она за что-то мне мстит. Мне будет неприятно, но я промолчу. Я устрою скандал. Не исключено, что прилюдный. Слушай, ну я, в принципе, не ревнивый человек. Я всегда такой позиции был, что если ты делаешь какой-то выбор, правильно? Ну хотя флиртовать, подожди. Ну подожди, но тут вопрос не в том, что ты ревнивый или не ревнивый. Ну как бы Ну, суть в твоя том, что, девушка смотри, при тебе... Ну, если она флиртует, то, естественно, ну, типа, зачем она это делает? Ну, типа, я как-то ее спровоцировал на эти действия, правильно? Ну, если она Ну, так не решила факт. сделать. Хорошо, ну тогда я ошибся в выборе, правильно? Потому что если девочка позволяет себе такое в отношениях со мной, то это неправильно. Короче, все, я просто пытаюсь понять, а там уже по ситуации. Закончи фразу наиболее подходящим способом. Любовь – это судьба, привязанность, нежность, покой, радость, испытание. Ой, наверное, радость. И, ну, я бы два выбора сделал, естественно, радость и испытание, да, то есть через испытания, собственно, люди проходят, да, и, соответственно, наслаждаются различными моментами в жизни. Угу. Но больше это радость. Ну, скорее, да, радость. Окей. Что ты испытываешь, узнав, что твоя партнерша тебе изменила? Я не поверю этому. Обиду, боль, страх, безразличие к ней или брезгливость, или злость. Ну, естественно, боль, скорее всего. Неприятно будет. Очень неприятно будет, что такая ситуация произошла, ну и расход. А что ты думаешь об одиночестве? Это очень грустно, это одна из форм свободы, имеющая свои плюсы. Я могу спокойно жить один, одинокий человек не может быть счастливым. Лучше быть одному, чем с кем попало. И это скучно. Предпоследний вариант, наверное. Лучше быть одному, чем с кем попало? Ну да. Ты легко прощаешь обиды близким людям. Какой разницы, близкие или дальние, обидеть могут все одинаково. Если он признает свою вину и простить прощения, то да, нет, от близких людей обиду простить тяжелее. Тебе вообще легко обидеть? Да ну нет, я
не сказал бы прям, что вот... А вот если тебя близкий человек обидел, то тебе легче с ними если с родным, то, ну, естественно, было бы неприятно, если родной человек тебя каким-то Ну, это образом... понятно. Блин, ну очевидно, что наверняка Ну с да, близким человеком... первый вариант, как бы, я думаю, самый подходящий для меня. Твоя девушка получила роль Вия в любительском спектакле. Увы, премьера приходится точно на трансляцию финального матча Кубка Чемпионов. Если ты не любишь футбол, подставим мысль на другое прекрасное событие. Ну, на ПМП, например. Угу. Что будешь делать? Сходишь на футбол или все-таки... Блин, ну тут на самом деле очень тяжелый вопрос, потому что это, по сути, ты теряешь свою карьеру ради девушки, либо как бы теряешь девушки ради, ну, как бы карьеру. Нет, давай не будем Либо брать ПМПЛ, что-то. потому что ты там должен участвовать. Очевидно, что ты не можешь присутствовать на спектакле. Ну, как бы в этом плане, как бы я такой позиции, что если у меня и будет девушка, то она должна быть в первую очередь с пониманием, да, как бы та девушка, которая понимает, что если, допустим, у меня какое-то серьезное мероприятие, условно, тот же ПМПЛ, да, то она не должна меня в этот момент отвлекать, потому что это моя карьера, и она как бы строится, исходя из, в первую очередь, результатов, да, турниров различных. Пожертвовать нет, однозначно нет, честно говоря, вот так вот. Ну, типа, у меня карьера сейчас на первом месте. Твой детский друг Валерий как-то раз неважно себя почувствовал и совершенно случайно обозвал твою девушку мандибулой. С тех пор никаких Валериков на горизонте мы не терпим. Твои действия. Бывали у тебя такие ситуации в жизни, когда твой лучший друг не совсем ладил с твоими девчонками? Слушай, да нет, наверное, таких ситуаций прям не было. А в основном они как-то, или, не знаю, либо это было какое-то, может, возможно, минимальное лицемерие, да, по отношению друг к другу, либо, ну, как бы... Ну, типа терпели тайно. Типа, да, но при этом, как бы, бывало, она там, кто-то подстегнет кого-то, как бы, ну, такие, знаешь, моменты. Но в остальном я бы не сказал, что прям вот так вот. Но сейчас посмотрим, что тут вообще есть. Я не знаю, откровенно говоря, ну, наверное, вот так вот. Вот так вот. Это будет самый плюс-минус адекватный вариант. На день рождения ты подарила настоящего живого енота, ведь она их так любит. У нее на страничке ВКонтакте этих енотов больше, чем пикселей на экране. Сейчас вы с енотом стоите на улице, размышляете о превратности судьбы. Конкретно ты думаешь следующее. Ну ты понял? Короче, ты подарила ей енота, она по итогу тебя вместе с ним и выгнала. Ну, блин. Накладочка вышла? Ну, ты так и подумаешь, да? Вот всего лишь накладочка вышла. Ну, типа... Енот стоит около 5, там, и сколько он там стоит? Я думаю, около Ну, 5000 короче, долларов. нормальных бабок, да, стоит. Да, и вот. Ну, такой, типа, блин, как нехорошо получается. Вот, можно попробовать второй раз. За мной пушистый. Настойчивым быть, правильно? Девушка на что-то обиделась и запустила в тебя чайником. Как ты к этому относишься? Да как, в ответ пущу. Да нет, на самом деле, ну, блин. Ну вот видишь, есть вариант кофейный сервиз, превращу его в груду воспоминаний об этом тихом, счастливом вечере. Не, ну я так, естественно, делать не буду. Я просто уйду. Блин, честно? Уходи. Яна, лучший советчик. Яна, у нас Чё? произошла ситуация, уходи. Не, ну слышишь, кинуло в тебя что-то, ну как это воспринимать? Это неуважение. Ну, может, это шутка была, ну ладно. Можно ли назвать счастливый брак, если у супругов не было детей? А почему нет? Да. Ты говорил девушке, что 17-сантиметровые каблуки в гололед – это по меньшей мере самонадеянно. Теперь она лежит с ногой, эротично упакованной в гипс. Что ты будешь делать? Раздам ей босоножки окрестным бомжам. И накуплю взамен ортопедических чешек. Не, ну так я делать не буду, она потом возненавидит, если я его отдам бомжам. Представь, у тебя район будет красивых бомжей. Они будут на каблуках. На каблучках, да, летать. Не, ну это сильно, конечно. А возможно, я смогу сдержаться раз, только нарисую и на гипсе. Укрытый танчик. Ну, я бы так сделал, честно говоря. Вот этот, наверное, вариант, это по-честному будет. Ну да. Это будет по-честному. О, у твоей девушки мерзкое настроение. Мерзкое, прям вот, максимально мерзкое. Угу. Весь день она рычит, кусается, цепляется к тебе по пустякам. Твои действия. Уходи. А? Питомника дать, вот. Или просто уходи. Она такая, у меня сегодня будет мерзкое настроение, а у тебя сегодня как раз первый игровой день ПМПЛ, и такая, вот. Не, ну если так, мерзкое. ну это, я же тебе говорю, тут на самом деле такие вопросы, это все зависит от ситуации. Ну, С таким раскладом, естественно, да. А если, ну, типа, я не знаю, там какой-то период у нее, я не знаю, ну, типа, и это все в происходит. жизни, да, такой да, мерзкий. Ну, такое бывает у девушек, да, там. Ну, мне варианты из зала побольше понравилось. Отдать питомник. Если человек рычит и кусает, это самое место в клетке. Ну, там такого варианта, к сожалению, нету, понимаешь? Допустимо ли кричать друг на друга? Ну, типа, камон, смотря какая ситуация. Так можно просто фаниться. Ну, окей. Хотя вот это вот. Если меня довести, я могу и рявкнуть. Да, Ну, что самое главное в браке? То, что рядом со мной
С тобой всегда самое близкое тебе существо. Существо мне нравится. Формулировка. Серьезно? Ты мое самое близкое существо, это так мило. Ты уверен? Да, вообще отлично. Да, не знаю. Ну хорошо, пускай будет существо. Ты бы мог просить ложь? Ну, все зависит от ситуации. Если изменила и соврала, как бы, то это, естественно... А, вот измену ты простишь, а вот ложь об этом вообще нет. никак. Я, естественно, измену не прощу, но как бы еще если человек это скрывает, это, ну, как бы ухудшает еще сильнее ситуацию. Это здорово. Ложь — это предательство. Все. Кто в идеале должен зарабатывать на семью? Блин, тот, у кого лучше получается? То есть ты, да? Ну, не, на самом деле, хорошо, когда, типа, приносят в семью деньги и девушка, и мужчина. При том раскладе, если девушке самой нравится работать. Если не нравится работать, пусть остается домохозяйчик. Как бы. Да, у вас будет два бюджета. Это общий и ее. Вот именно, ладно, я ничего не буду комментировать, меня за это забанят. Пацаны меня поняли. Пишите в комментах, что я имел в виду олдбой. Подожди, хорошо, давай давай обсудим. Вот ты так сейчас прям сказал, ой, я не буду это комментировать. Вот у тебя не было такого отношения, когда... Послушай, нет, это не Видите, круто. он типа агрессивный. Это не круто, когда вот такая ситуация происходит. Ну, камон, типа, когда девушка бабки себе и твои бабки себе. Это что такое? Так Ну, нет, должен быть у вас общий бюджет. на Общий двоих, бюджет — это нормально, это и ее на адекватно. колготки. Ну, типа так, все. Общий мой и мой общий ей на колготки. Ну да, а ее деньги вообще она не тратит. Да, вообще она не тратит, она собирает. Выбирай ты, короче. Я не сталкивался с такими Да ситуациями. ты ничего не понимаешь, да, я отвечу за тебя. Кто в идеале должен зарабатывать на себе? Так ты так и не ответил. Это не важно. Это не важно. А где это не важно? Если тебе донатят, то какая разница? Да? Ладно, пускай будет тот, у кого лучше получается. Все. Все. Ты бы мог бы у тебя женщина, которая жил вместе и которая тебя любит? Ну, блин. Все от ситуации зависит. Блин, я нашел случайно. У твоей девушки есть раздражающая тебя привычка. Например, она играет на волынке по четвергам, симпатизирует вегетарианцам и носит индийские штаны, в которых ее попа выглядит так, словно на ней надета дюжина памперсов. И как ты с этим справляешься? Сейчас Олд спустя час Учусь просто любить плачет. вислые попы, шашлык из морковки и шотландскую культуру. Идеально. Ты совершенно случайно переспал с Совершенно... Просто так произошло. Споткнулся, упал, переспал. Все. Проснулся гипс. Я постараюсь, чтобы такого не произошло. Оптимальный вариант, мне кажется. Ну, Все. И последний вопрос. Какая из этих девушек имеет наибольшие шансы понравиться тебе? Интересная, нетребовательная, хрупкая, беззащитная, нежная. тут все можно вот так вот Ну да. в один списочек бахнуть. Ну, непредсказуемо это, блин, это... Отчасти это круто, когда, знаешь, человек, типа, ну, ты не знаешь, что от него ожидать, как бы, это интересно. Это придает какой-то интерес в отношениях. А с другой стороны, как бы, а что ты можешь зачудить такого интересного? Аж Ну, даже всё страшно. свободно. Самый адекватный Верная? вариант. Ну, в первую очередь, да, было бы круто, если бы девушка Ну была да. верной. Ты Близнец. принадлежишь к семейному типу близнец. Так, ты для меня, вы в гостях, вдруг твой мужчина начинает нести... Короче, тут похожие вопросы, поэтому буду просто отвечать. Я пытаюсь понять, зачем он это говорит. Такая же ситуация, Окей. что у тебя. Мне нужно узнать, почему он так себя ведет. Любовь это, для меня, это скорее радость. Пускай будет радость. Хотела сказать покой, но окей. Что ты испытываешь, узнав, что твой За партнер... упокоение. Что ты испытываешь, узнав, что твой партнер изменил тебе? Есть вариант ненависти? Ну, Хочу злость, ну, грубо говоря, злость. уничтожить. Ну ладно, пускай будет боль. Очевидно, что будет неприятно. Что ты думаешь об одиночестве? Я думаю, что это одна из форм свободы, имеющая свои плюсы. Одиноким быть шикарно. Так, тут я выигрываю фантастическое путешествие в экзотическую страну на Новый год, но путевка только одна. Правда, ее можно оформить на любое лицо. Твои действия. Попробую ее продать. Это что новое, да, по-моему, такое? Да. Ну, мне кажется, нужно продать и деньги в крипту вложить. Ну, это гениальный вклад, слышишь? Ты легко прощаешь обиды близким людям. Да. С ними проще выяснить отношения, и ты можешь с ними нормально поговорить без всяких разных вот этих вот. Можешь ли ты его ударить, конечно? Его? Или кого? За что? Тесты меня спрашивают про тебя. Да, если он делал мне грубо больно. говоря. Да, конечно, могу. Почему? И даже я не буду искать какие-то Я оправдания. накидаю ему еще так, Просто с локотухи. Залетай домой. Чё, как, бах. Представь, что твой молодой человек наотрез отказался надевать шапку, а потом простудился. Что ты будешь делать? Буду безвинно страдать, я буду рада, буду лечить и ругать, ругать и лечить, и лечить и ругать. Буду лечить и ругать, и ругать и лечить. У парня дурное настроение, весь день он огрызается, ворчит, даже как бы слегка хамит тебе без повода твои действия. Ты что, бык? Попутал что-то? Скажи. Буду хамить в ответ. Допустимо ли кричать друг на друга? Да, это может быть просто фан, мне кажется.
Можно ж поорать просто вместе. Особенно под какую-то песню. Или просто поорать. А? Под Моргенштерн, например. Фу, жесть Давай какая. пытаешься быть современной. Лучше обойтись без этого, но с этим весело. Что самое главное в браке? Такое странное слово брак. Пускай помогает друг другу. Просить ложь. Да, иногда необходимо лгать, чтобы в семье был мир. Мне кажется, да. Да, если речь идет не о чем-то серьезном. Вот, хороший вариант. Кто в идеале должен зарабатывать на семью? Мы снова вернулись к этому вопросу. Кто такого лучше получается? Но я так не хочу. Ну, твое понимание, мне интересно твое понимание. Если у меня лучше получается зарабатывать, это говорит о том, что я всю жизнь буду вкалывать. Послушай, нет, это не говорит о том, что ты будешь всю жизнь вкалывать. Тебе просто, поскольку у тебя есть какой-то определенный хороший заработок, нужно поддерживать своего молодого человека для того, чтобы он мог Нам? стремиться Ты к будешь лучшему. помогать нам? Ну, слушай, мне кажется, было бы неприятно, допустим, мне, осознавая тот факт, что моя девушка зарабатывает больше меня. Я бы стремился к тому, чтобы это, повысить свой бюджет заработка. Эх, ладно, мне приятно было бы иметь свои деньги, свободно ими распоряжаться. Мужчина, не возражаю, если мужчина возьмет на себя заботу о моем содержании. Нет, так не хочу, это не важно. Содержанка. Мне приятнее было бы оба партнера, если у них нет кучи детей. Ты могла бы уйти от мужчины, с которым жила и который тебя любит? Да. Ну так случается, это жизнь. Да, если мне было бы с ним плохо. Ну, либо да, если мне нужно поехать на съемку. Ты случайно переспала с посторонним? Вот, опять! Кто пишет эти вопросы? Люди, соберитесь. Собрался. Есть раздражающая привычка. Например, он грызет ногти и коллекционирует Пикассо. Пикассо? Ну, короче, что-то... Например, он грызет ногти и коллекционирует Пикассо. Что-то такое, что тебя раздражает? Да есть, конечно, есть. Ну, если, например, человек храпит. Ну, это сложно вывести, Ну, а правда. Послушай, а что поделать? Это ночью было, простите, наболевшее. Ну, сложно. бывает у меня такое. Ну, Да нет, блин, на самом деле не храплю, у меня с этим проблемы нет, но, ты могла подвести, допустим, как-нибудь к этому. Я могу его подвести в другую квартиру, разве Нет, что. скажешь, Всё. слышишь, спи на животе, ты храпло. Нельзя ли... Человек спит, ты просто его будешь говорить, слышь, ты храпал. Да не, просто перетянула его, чтобы он на животе спал. Не, я бужу, я просто очень начинаю злиться и... Откуда ты знаешь, может, ты тоже храпишь? А он тебе об этом не говорит. И у вас, знаешь, такая вот именно. Так он никогда такого не говорил. Я могу сопеть. Очень мило. Сопеть? Да. Вот так. Мне кажется, видос выходит из-под контроля. Короче, не обращай внимания до тех пор, пока это возможно. Все. Какой из этих мужчин кажется тебе наиболее привлекательным? Верный и надежный тот, который всегда рядом. Вот. Блин, я нажала случайно, поэтому я тоже близнец. И ты, и я близнец. Ну, похоже? Просто одно Пацаны. лицо. Близнец предназначен для парного существования. Он испытывает потребность делиться мыслями и эмоциями со своим партнером, жить с ним в максимальной духовной близости и полном взаимопроникновении. Личные границы у близнеца фактически Что это? отсутствуют. Ну, это имеется в виду... Ну, я да, знаю, я наполнять. проникаю в то, что... Да, это как раз то. Ну, я об этом и имел в виду, как бы. После Да. вот. Как? Эмпатия. Эмпатия, красавчик. Личные границы у близнеца фактически отсутствуют. Он не только совершенно раскрывается перед партнером, но и не терпит никакой отстраненности и самостоятельности у супруга. Сочетание типов близнец-близнец очень хорошо, но могут возникнуть осложнения, связанные с тем, что замкнувшаяся друг на друге пара близнецов часто выпадает из окружающего мира и не развивается поодиночке. Поэтому мы сейчас записывали это видео около часа. Хорош. Ребята, я надеюсь, вам понравился такой формат в честь 1 апреля. Пипец. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Капец. И не забывайте подписываться на наш канал. Да, Дим, как тебе вообще? Мне очень нравится Monster Energy.